Здравствуйте! Как известно, прогресс не стоит на месте, и рыбалка не исключение из этого правила. Мы находимся на замечательном водоеме в селе Горенище, в 8 километрах от Киева. Тут много мелкого карпа, от 500 грамм до 6 килограмм. Прекрасные пейзажи, отличный сервис. Ловить мы будем на штекерную снасть. Это самая технологическая на данный момент снасть из поплавочной ловли. Сейчас мы вас познакомим со всеми тонкостями этой снасти, аксессуарами, необходимыми для ловли. Оставайтесь с нами, и вы все увидите. Что собой представляет штекерная снасть? В моем случае это удилище длиной 13 метров, состоящее из 9 колен. Почему штекерное? Потому что все колена у нас соединяются штекерным способом. Удилище можно разделить на две составляющие. Это основная ее часть и это топ-кит, так называемый. Основная часть у нас, как правило, одна от удилища, а запасных китов может быть несколько штук. Обычные с оснастками, и также есть прикормочный кит с чашкой для прикармливания. Из-за того, что топ-кит у нас полый, внутрь кита у нас вставлена специальная штекерная резина, которая при вываживании рыбы растягивается на 700-800%. Что нам это дает? Мы можем использовать самые деликатные лески, самые деликатные поводки. Для сравнения, если мы ловим карпа на маховую удочку и нам нужно использовать основную леску в районе 0,18 и поводок 0,16, то при одинаковом размере карпа мы можем использовать основную леску 0,12 на штекере с поводком 0,1. Из-за того, что у нас резина внутри кита амортизирует эти все рывки, поводок у нас не рвется. Это занимает немножко больше времени на вываживании, но с опытом мы и это время можем сократить. Как устроен сам кит? В третье колено вставляется специальная такая лесенка, на которой намотан эластик. Он бывает обычный, латексный, бывает холоэластик с отверстием в середине. Мы его подбираем от размера рыбы. Если мы ловим самую мелкую рыбку, мы берем размер 0,06. Если мы ловим что-то в районе килограмма-двух, то мы берем размер 2,1. Если мы нацелились на какого-то трофейного карпа или толстолоба, мы берем самый толстый, 20-ку, это в районе 3,5 диаметр. В данном случае наш топ-кит состоит из 4 частей. Это 3 колена и кончик. Мы это все разбираем для того, чтобы продеть наш холоэластик. После того, как мы продели наш эластик в кончик, с одной стороны привязываем коннектор, с другой стороны лесенку. Что собой представляет коннектор?
Вот такое вот достаточно нехитрое приспособление, которое состоит из двух частей. Первое – это колпачок, который будет закрывать наш узел. И второе – непосредственно сам коннектор, с помощью которого будет крепиться наша оснастка к штекерному удилищу. Сначала наш эластик продеваем в колпачок. А потом непосредственно в сам коннектор. С помощью обычного узла петли мы это привязываем. Вот получается такой вот узел. Теперь нашим колпачок наш натягиваем на сам узел. Так, чтобы дополнительно его зафиксировать. И излишнюю резину просто отрезаем. Вот что у нас с вами получилось. Кончик у нас уже стоит на месте с нашим коннектором. Резину мы заправляем в третье колено. Для того, чтобы зафиксировать ее здесь, используем лесенки. Я использую лесенки внутренние, чтобы никаких веревочек, ленточек у нас не телепалось. Для того, чтобы достать внутреннюю лесенку из кита, используется специальный ключ. Они продаются комплектами, то есть пугаться не нужно, стоят совсем недорого. Резина, холоэластик, как правило, у всех производителей продается в размотке 3 метра. 3 метра это достаточно для того, чтобы зарядить в третье колено нашего штекера. И у нас еще будет небольшой запас, который будет наматываться на лесенку. Для чего нам этот запас нужен? Резина достаточно долго служит, но в месте крепления коннектора она стареет быстрее всего. Трескается, становится плоская, теряет свою форму и растяжимость. Поэтому периодически, в зависимости от ваших рыбалок, раз в 2-3 рыбалки, нужно просто отрезать кусочек 10 сантиметров и перевязывать наш коннектор. Как мы крепим лесенку? Делаем обычную петлю. Я 2 оборота делаю на всякий случай. Затягиваем. И в петлю продеваем нашу лесенку. Вот готово. Лесенка уходит вовнутрь кита. Если нам нужно сделать более натянутое натяжение резины, мы с помощью ключа достаем лесенку и делаем несколько оборотов. Вот наш кит оснащен. Степень натяжения мы регулируем для того, чтобы наши поводки не рвались. Если мы используем поводок 0,12 на очень толстой резине, и мы ее перетянем так, что она практически не будет тянуться, то весь смысл штекерной снасти у нас потеряется. Мы должны найти тот момент, при котором размер нашей рыбы вытягивает резину на достаточное расстояние. Это хотя бы, если мы ловим карпа килограммового, да, то после поклевки он должен вытянуть нашу резину минимум 2-3 метра. Если мы резину очень ослабим, то наш карп будет вытаскивать эту резину на 15 метров, и мы будем вываживанием заниматься час.
Если мы перетянем нашу резину, то у нас будет просто происходить обрыв поводка. Поэтому в процессе ловли мы будем несколько раз еще корректировать натяжение резины. Собравший кит, приступаем к вязанию оснастки. Вязать оснастку, конечно, лучше в домашних условиях, но сейчас я вам продемонстрирую, из чего она будет состоять, развесовку и как правильно ее связать. Штекер позволяет нам использовать поплавки самой минимальной грузоподъемности, потому что заброса у нас как такового нету, оснастка у нас заводится. Мы выставляем ее, делаем размером нужную под глубину, оставляем небольшой свист, поэтому поплавки можем использовать самые деликатные. Сегодня я буду использовать поплавки 0,6 грамма и поплавочки 0,4 грамма. На карпа это более чем достаточно, ветра у нас как такового не предвидится сегодня, поэтому ничего мешать нам не будет. Что нам нужно для нашей оснастки? Сам поплавок, набор калиброванных грузил, леска и силиконовые кембрики. Подбираем размер кембрика, диаметр под наш киль поплавка. В моем случае это размер кембрика 0,5. Кембрики, как правило, продаются вот в трубочках такой длины, уже порезанные. Мы ее разрезаем на 3 части. 2 части у нас будут по сантиметру, и 1 часть у нас остается длинная. Ни в коем случае не стоит ее обрезать и делать короткую сильно. Это будет самый нижний наш кембрик, который будет одеваться на кончик. Вот этот кембрик, самый нижний, оставляем с таким небольшим свисом. Не стоит его обрезать, он нам пригодится для того, чтобы добавить жесткости нашей основной лески и не дать перехлестнуться за наш поплавок. Леску я использую на карпа 0,16. Сначала продеваем в ушко поплавка. После этого одеваем первый короткий кембрик. Второй короткий кембрик. И нижний длинный. Что у нас получается? Дальше эти кембрики одеваем на киль поплавка. Аккуратненько, чтобы их не порвать. Вот что у нас должно с вами получиться.
Некоторые используют два кембрика, я использую всегда 3, потому что они достаточно тонкие, достаточно хрупкие и очень часто рвутся. Если у нас порвется вот этот верхний кембрик, нам придется переделывать всю оснастку. Если он у нас при наличии 2, при наличии 3 кембриков, мы его просто убираем и средний двигаем наверх и можем продолжать рыбалку. И также у нас леска прилегает очень плотно к килю поплавка и нету никаких дополнительных запутываний при вот такой вот схеме. Так как поплавок у нас 0,6 грамм, мы не будем использовать оливку, мы будем все набирать нашу огрузку калиброванными грузилами. Подпасочек мы будем использовать самый маленький, 10 номер, я думаю, будет достаточно, чтобы не спугнуть ни карпа и добавить нашей оснастке очень плавную такую анимацию, чтобы наша насадка ложилась на дно как можно естественнее. На расстоянии 30 сантиметров от подпаска выше у нас будет дробинка тоже 10 номера. И после этого еще выше на 20 сантиметров уже будет основная цепочка из нескольких дробин. Мы их не будем делать тоже крупными, мы их сделаем из 7 номера. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Сначала вяжем петельку, к которой впоследствии будет крепиться наш поводок. Петельку стараемся связать как можно меньше и компактнее. Я всегда делаю двойную узел, чтобы избежать каких-либо распутываний. Узел лучше смочить и затянуть. Лишний кончик отрезаем и возле самой петельки крепим наш подпасочек 10 номера, так как я говорил ранее. Для того, чтобы закрепить мягкий свинец, используем плоскогубчики без насечек, чтобы они были гладкие. Потому что если мы возьмем обычные плоскогубцы, они нашу дробинку просто испортят. И помним, что усилие должно быть самым минимальным для того, чтобы прорезь закрылась, но при этом мы не пережали нашу леску. На расстоянии 30 сантиметров ставим еще один 10 номер, промежуточную дробинку. Кстати, для того, чтобы удобно было на рыбалке отмерять разные вот такие моменты, как там 30-20 сантиметров, можно на столе, на платформе, на чем-нибудь сделать заранее насечки по 10 сантиметров, и вам будет впоследствии удобнее этим заниматься. И через 20 сантиметров наши основные цепочку из дробинок. Я знаю, что поплавок у меня грузоподъемностью 0,6 грамм. Я уже повесил 2 дробинки 10 номера. Это получается у нас примерно 0,08 грамма. И теперь мне нужно добавить ориентировочно 4 дробинки 7 номера. Но я добавлю сначала 3, потом проверю огрузку, потому что бальза материал неравномерный, и 0,6 грамм это очень примерно, может быть и 0,5, и 0,7. Поэтому сначала мы повесим приблизительно 3 дробинки, и потом будем смотреть на нашу огрузку, добавлять. Вот приблизительно наша огрузка. Сейчас мы ее будем проверять, для того, чтобы проверить, насколько
качественно мы огрузили поплавок, нам нужно прикрепить ее к нашему киту. Что мы делаем? Прикладываем оснастку к киту и раскручиваем нашу леску на длину. В нашем случае данную 4-му. На конце вяжем такую же петельку, как и для крепления поводка. С помощью нее мы будем крепить всю оснастку к коннектору, который мы с вами привязали ранее. То же самое лишнее обрезаем. Коннектор открывается. И нашу петельку накидываем на коннектор. Теперь, чтобы у нас ничего не соскочило, мы закрываем коннектор, и все у нас плотно зафиксировано. Вот так вот выглядит наша рабочая часть штекера. Это сейчас 4-й кит. Почему 4-й? Потому что 4 колена, 4-й топ-кит. И наша оснастка равная длине этого кита. Почему сейчас мы используем 4-й кит? Можно 3-й использовать, можно 5-й. Длина моего 4-го кита 4,70. Глубина в месте ловли у нас порядка 3-3,20. Примерно я знаю эту местность. Для того, чтобы у нас оставался еще небольшой свист для разных манипуляций нашей оснастки, у нас как раз подходит 4-й кит. Сейчас проверяем, как мы огрузили нашу оснастку. Вот поплавок у нас явно не догружен, и мы должны еще добавить веса на нашу оснастку. Как же угадать с нашей дробинкой, которую мы должны повесить? Примерно я понимаю, что нам нужна дробинка 8-го номера, но для того, чтобы лишний раз не портить леску, и если я не угадаю ее, мне не пришлось ее снимать, есть такая небольшая хитрость. Мы берем дробинку 8-го номера, допустим, и наш карбоновый киль немножечко сгибаем, чтобы натянуло, чтобы взять за леску. Теперь в прорезь нашей дробинки вставляем вот эту леску и опускаем вниз к силиконовому кембрику. Что у нас получается? У нас получается, что дробинка зафиксирована на леске и прижата между леской и килем. То есть мы леску не пережимаем, и если нам она подойдет по грузоподъемности, мы ее потом отсюда снимем и оденем ниже нашего груза. Если она не подойдет, значит мы возьмем или больше, или меньше дробинку. Проверяем в таком состоянии еще раз. И вот мы видим, что у нас дробинка 8-го номера идеально подходит к нашей оснастке. Достаем, снимаем ее с киля и одеваем уже на леску, зажимая так, как и предыдущий. Наша оснастка готова.
Поводки сегодня мы будем использовать с лески 0,12 сечением. Крючочек у нас 12 номера. Если рыба укрупнится, перейдем на 0,14 поводок. Поводок привязываем к нашей оснастке способом петля в петлю и приступаем к промеру глубины. Как происходит промер глубины на штекере? Штекер нам позволяет промерить глубину до миллиметра. Но для этого нам понадобится вот такое вот нехитрое приспособление, как глубиномер. Они есть разные, есть от 5 грамм до 50. Я использую 20-граммовый, это очень удобно практически во всех случаях, кроме сильного течения. Как же мы его крепим к нашей оснастке? Продеваем крючок через ушко и крючок загоняем вот в неопреновую вставочку. Что у нас получается? У нас получается вот такая вот вещь. Выставляем на нашей оснастке примерную глубину. Ну, я знаю, что здесь в районе 3 метров глубина, поэтому сразу передвигаю примерно на такую глубину. И начинаем заводить нашу оснастку с глубиномером. Выбираем на противоположном берегу ориентир, который нам понравится. И опускаем нашу оснастку ровно под кончиком удилища. Вот, опустив глубиномер ровно под кончиком штекерного удилища, мы видим, что он коснулся дна, и киль у нас над водой. Значит, мы должны уменьшить глубину до такого состояния, пока поплавок не займет рабочее положение. В нашем случае мы хотим добиться того, чтобы 5 сантиметров крючка лежало на дне. Для этого мы должны найти такую точку, при котором у нас поплавок огружен вот до такого состояния. Значит, если мы хотим положить 5 сантиметров поводка на дно, значит, у нас поплавок при промере глубины должен примерно вот так вот торчать из воды. Уменьшаем нашу глубину и заводим еще раз. Вот, после очередного уменьшения глубины мы добились того, чего мы хотим. У нас глубиномер находится на дне, тело нашего поплавка торчит над водой. Что это значит? Это значит, что когда мы снимем наш глубиномер, 5 сантиметров поводка с крючком будет лежать на дне. Это то, чего мы добивались. В процессе ловли мы посмотрим, может быть, будем корректировать, может, поднимем на дном крючок, может, больше поводка положим на дно. Теперь, чтобы зафиксировать нашу глубину, мы прикладываем крючок к концу кита и отмечаем глубину на ките с помощью маркера. Если нет маркера, можно наклеить кусочек монтажной ленты, так, чтобы, если наша оснастка порвется, мы могли прицепить запасную и, не промеряя глубину в нашей точке, не пугая этим поставленную ранее рыбу, чтобы мы по этой метке выставили глубину. Теперь у нас все готово, можем приступить к прикармливанию.